Мои великолепные, мои самые-самые прекрасные зрители. Эти лепестки я дарю вам, а это шампанское я выпью именно за вас, но после того, как сниму этот ролик. Вы знаете, я всегда так мучаюсь, не знаю, какую же тему в этот раз мне выбрать. Мое сердце разрывается на части от того, что я думаю, 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 как мне понравится вам. Я надеюсь, вы не бросите меня. Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук. И про что будет наш сегодняшний ролик? Как вы уже поняли, про соблазнение. Я приготовила эти прекрасные лепестки, шампанское, зажгла свечи, для того, чтобы немножко вас соблазнить. И мы поговорим о соблазняющем поведении. Многие люди думают, что соблазняющее поведение – это что-то про секс, про вступление в близость. Но на самом деле это не всегда так. Иногда соблазняющее поведение имеет совсем другие причины. И мы сегодня с вами разберем виды соблазняющего поведения. Перед тем, как я приступила непосредственно к повествованию, я изображала вот такую прекрасную женщину, и вот такое заламывание рук, плещущие эмоции, разрывающие меня. Они мгновенно привлекут ко мне внимание, если я буду среди людей. То есть такие люди, фонтанирующие эмоциями, в классическом психоанализе называется истероидные личности или театральные личности. Таких людей громадное количество эмоций. Они могут смеяться, хохотать и хохочут так, что все оборачиваются на них. Ха-ха-ха-ха-ха. И если они страдают, то страдают так, что невозможно остаться равнодушным. И этот, казалось бы, генератор внутри, этот гейзер эмоций, он неисчерпаем. Но на самом деле после такого выплеска эмоций приходит опустошение. И мы могли бы говорить, конечно, про каких-то там людей, соблазняющих именно тем, что они привлекают к себе внимание. Но зачастую и мы попадаем в этот паттерн. Как вы знаете, я не ставлю диагнозы, не лечу людей. Я говорю о том, что в большей или меньшей степени все эти проявления есть у нас. Точно так же вот этот режим эмоционирования, когда я удерживаю все внимание на себе, и люди бросают все дела, потому что тут происходит что-то очень интересное. Очень интересное. Очень, очень. Вот такое вот нагонять тайну. И такому человеку ему легко в эзотерике, потому что у него все время идут энергии, бурлят. Он весь переполнен какими-то ощущениями, видениями. И когда к нему приходят клиенты, он заводит и вовлекает их в какой-то непонятный круговорот эмоционирования. И ты в этот момент веришь, да, я верю всему, что ты скажешь сейчас. Потому что он такой человек, похож на шамана, который кружит и закруживает в свое пространство другого. И вот это закруживание эмоциями в пространство другого человека, оно, как я и сказала ранее, присуще всем нам. Я думаю, что каждый из вас ловил себя на том моменте, когда его начинает нести. То есть человек может быть достаточно таким спокойным, но он может, например, выпить, или кто-то его похвалит, и в этот момент разверзаются эти врата, и из человека начинает что-то литься. То есть потенциально мы все являемся носителями этого режима человека, который в эмоциональности своей создает вихрь, вовлекающий туда всех остальных. И достаточно такие скромные, тихие люди могут в какие-то моменты быть очень эмоционально вовлекающими
своей речью, такая манийная быстрая речь, когда человек описывает что-то, и ты уже не очень понимаешь смысл, но ты туда втянут эмоциями. Вот в частности, когда у человека циклотемия или биполярное расстройство первого-второго типа, человек в манийном состоянии становится вот таким вот парящим и втягивающим эмоционально в свое пространство. И в этом втягивании всегда второй как бы надеется получить что-то интересное. То есть, э, по сути, интересного ничего не происходит, я имею в виду по событиям, но из-за того, что это все эмоционально заряжено, это все кажется интересным, потому что человек вовлечен и эмоционально переживает. И, конечно, когда у человека есть такая склонность соблазнять привлечением внимания, он будет всегда ярким событием в компании. И если человек вот так вот выплескивает свою энергию, значит, где-то он будет отлеживаться. То есть всегда в любом психическом явлении всегда есть одна сторона и вторая. В этом выплеске будет потом опустошенность и будет ощущение, что меня никто не видит, меня нету, потому что в одиночестве, когда я не приковываю внимание только к себе, я буду ощущать себя потерянным, очень маленьким, потому что чем больше людей я втягиваю эмоционально в свое пространство, тем я становлюсь больше. То есть все реагирующие люди становятся частью моего эмоционального тела, и они вместе со мной качаются туда-сюда, туда-сюда. Вот проповедникам надо обязательно обладать этим талантом для того, чтобы поднимать свою паству. И в группе, в «Сталкере» в частности, кстати, у нас идет набор на «Сталкер», на август еще есть свободные места, приходите. И вот на группе я вижу, как человек может быть достаточно спокойным, но как только он получает похвалу, он начинает меняться, он становится совсем другим, и его поведение становится заполняющим собой пространство. То есть в этом пространстве меня приняли, и теперь я могу его заполнить собой. И почему такое поведение соблазняющее, да, соблазнение? Потому что другие люди, попадая в эту эмоциональную воронку, они возжелали этого человека как источник интересной жизни. И вот это возжелание такой же интересной, эмоционально наполненной жизни, оно и является таким псевдожеланием. И даже некоторые люди могут ошибочно воспринимать это как сексуальное влечение к такой личности. То есть меня влечет, что влечет меня, я не понимаю, и поэтому проще всего мне сказать, что меня влечет сексуально, а меня может влечь именно эмоционально этот человек. И такие люди, которые эмоционально вовлекают, они кажутся каким-то явлением, но э, ты чувствуешь разочарование, потому что человек тебя вовлек, и ты ему интересен только как зритель. Тебе внимание уделять не собираются. И когда ты попробуешь говорить, например, с таким человеком, то ты поймешь, что ему ты не интересен. Ему интересно, чтобы он был в центре внимания. Я думаю, что многие узнают людей, которые выбрали быть актерами. Я не говорю, что все актеры такие, да, но в актерстве много такого, и вот это ощущение сцены, ощущение множества глаз, повернутых в твою сторону и ловящие каждый твой жест, они, несомненно, создают повышение самооценки. То есть главная цель — это зажечь интерес в другом. И к таким людям особенно тянутся люди, у которых с эмоциями проблемы, которые эмоционально оскудненные, сами боятся своих эмоций. А в пространстве таких людей можно ожить и пожить как бы чужими эмоциями, соприкоснуться косвенно с теми эмоциями, которые я сам не вырабатываю в себе. Я боюсь своих эмоций, они для меня как стихия. Такой человек, он похож на повелителя стихий, тех, которые мне не подвластны. И я не говорю, что это что-то плохое. Я просто обращаю ваше внимание на то, чтобы вы более детально, более по сути относились к такому поведению
и понимали последствия такого поведения, но в то же время и понимали, что для того, чтобы увлечь аудиторию, необходимо вот этот эмоциональный контакт с аудиторией. Второй тип поведения — это получение власти. Вот когда я говорю: мы можем выпить шампанского с вами, у меня все есть: свечи, лепестки роз, шампанское. Все есть для счастья. Здесь я произвожу впечатление такой королевы, которая обладает всеми благами. И такое поведение, оно свойственно и мужчинам, и женщинам. То есть, когда эта женщина — это богиня, которая позволяет собой любоваться. И если это мужчина, то это тот, который все куплю, люблю, все куплю. И такое соблазнение, то есть человек, когда себя так ведет, ну, кажется, вот холодная королева, да, но еще этот мужчина с лепестками роз, еще понятно, как он соблазняет, но как соблазняют люди, которые ведут себя как короли и как королевы. Вот это ощущение, что я лучше, многие люди могут приобрести только если они получают какой-то статус, или же, я имею в виду должность, или же когда они обладают каким-то количеством денег. То есть статус или по должности, или по финансам. Или же я могу быть, мы так в детстве, не в детстве, в юности хвастались, а я вот этого знаю, вот этого знаю. То есть это может быть человек с хорошими связями. И такой человек, он все время создает ощущение, что он обладает какими-то благами, какой-то тайной, которые я, приобретя или присовокупившись к этому, тоже которыми начну обладать благами. Вот это поведение короля и королевы, это не только про деньги и про статус. Ну, оно, конечно, соблазняет, потому что очень хочется понравиться. Если первый типаж, который мы рассматривали, он обещает нам интересную, полную эмоций жизнь, то этот типаж, он одарит тебя своей благосклонностью. Я думаю, что каждый из вас встречался с такими консьержками, когда, или с вахтершами, когда женщина сидит на вахте, и она английская королева, к которой не подойти. И ты подходишь к ней и говоришь: здравствуйте. Она: здравствуйте. Вы говорите: я в 115-ю квартиру. Вот меня там друзья ждут. В какую? В 115-ю? Кто же у нас там живет в 115-й? То есть человек вот этот момент, пока он не пропустил другого, он обладает властью. И такое обладание властью — это не только, как я говорила, про статус, про деньги, но и про момент, когда другой зависим. Так себя могут вести кто угодно. Ну, вот, там, человек, например, который вахтер, и человек, который сантехник, и человек, который директор, и человек, который врач, и учитель, и психоаналитик. То есть это всегда состояние, что я лучше. Ну, не знаю, как в целом, но в этот момент я точно лучше вас, потому что вы от меня зависите. И тот человек, который попадает, ну, другому человеку, здесь предлагается неполноценность. Если у человека есть склонность попадать в свою неполноценность, то он начинает соблазнять этого холодного человека для того, чтобы человек растаял сердцем и душевно к тебе отнесся. То есть оно удивительно соблазняющее поведение, но оно не фактически соблазняющее, а оно принуждающее другого вести себя соблазнительно. То есть поведи себя так, чтобы я к тебе снизошла. И вот многие люди, они пишут там мне в письмах, я на сессиях встречаюсь, когда они говорят: почему я люблю холодных, отвергающих людей. Потому что где-то есть доминанта, вот это одаривание. Я хочу, чтобы королева одарила меня благосклонностью. Поэтому люди, которые ведут себя высокомерно, надмерно,
предлагая другим вот это положение нижнего, они тоже их соблазняют вести себя соблазняюще. И третье соблазняющее поведение, которое бы я сегодня хотела разобрать. Второе поведение в классическом психоанализе как бы называется нарциссическим расстройством. То есть я лучше других, я хочу, чтобы я была такой, чтобы другие мне завидовали. То есть это лучшесть через какую-то атрибутику внешнюю. Ну, должность это тоже внешняя. И вот на этой зависти, на этой лучшести очень многие люди становятся блогерами и собирают громадное количество людей, которым завидуют, которые смотрят и как бы приобщаются к этой прекрасной жизни. Я такая краешек только открыла, посмотрите, какая я прекрасная, как прекрасно я живу, но что-то нам на самом деле мы не знаем. И третий тип соблазняющего поведения, я называла это поведение хатика. Был такой мультфильм, и фильм был про собачку, которая ждала своего хозяина. Вот я, когда начинала ролик, я говорила, ну правда же вы меня не бросите? Ну правда же? Ну я же хорошая, правда? Это такое детское соблазнение, и многие люди ведут себя по-детски соблазняюще, но они это абсолютно не замечают. Вот если бы мы представили ребенка, и ребенок, который хочет понравиться, ну так вот он хлопает глазками, такой посматривает, такой, вот маленькие дети такие, они такие смотрят на тебя, ты улыбаешься, они такие тебя тоже улыбаются, они видят, что ты их принял, и они такие та-та, та-та. Вот в кафе иногда мамы сидят с детьми, и ребенку скучно, ребенок такой смотрит, которому там 2-3 годика, и он такой, ты ему такой, ты-ты-ты-ты-та, такой, «Му». И он такой, вот, я нравлюсь. И вот это детское соблазнение, про которое я говорю, вот ты меня не бросишь. Здесь все время ощущение, что человек хочет, чтобы его усыновили, но вот это вот усыновление, оно из-за того, что человек большой, ам, оно ошибочно воспринимается как сексуальное соблазнение. То есть человек фактически ищет возможность не быть одному, желание быть усыновленным, взятым как ребенок к взрослому, чтобы взрослый о нем позаботился. И это такое вручение своего внутреннего младенца тому, кто взрослее, тому, кто состоятельнее эмоционально или благами. И такой человек вот в классическом психоанализе пограничному расстройству личности приписывают такое соблазнение, когда я даже в сексуальные отношения иду только для того, чтобы быть принятой, для того, чтобы не остаться одной. То есть здесь большой страх остаться наедине со своим внутренним младенцем, со своими эмоциями, которые ты не выдерживаешь. И поэтому другой все время нужен как успокоение. Он нужен как символ, когда я буду понимать, что я вот рядом с кем-то взрослым. И вот эта вот угодливость, такое вот смотрение в глаза, кивание головой, оно может быть и вполне таким соблазняющим комплиментом. Говорит, вы, боже, вы так сегодня выглядите, вот такая сегодня, вот так речь произнесли. То есть здесь, если во втором типе, вот в этом королевском, я позволяю восхищаться собой, то здесь я готова давать восхищение и тоже этим соблазняю. И когда мы говорим про вот это вот говорение комплиментов, какие вы прекрасные, как вы мне нравитесь, вот всегда в группе или на личном психоанализе такие люди, которые восхищались мной, у них всегда было больше всего злости по отношению ко мне, когда я не остановилась той мамой, которая этого ребенка усыновит и донесет его куда-то, куда надо. То есть это восхищение, оно может стать злостью, и тоже не надо обманываться, когда кто-то так вам, вот, как говорят, лезет в очи, лезет в глаза. Вот он подмечает, какая у вас новая блузка, подмечает, какие у вас новые часы, всем этим восхищается. И вы чувствуете себя окруженным каким-то таким теплом, но на самом деле это тепло тоже только для получения власти. И вот эти 3 типа поведения, они все про власть. То есть власть над другим, но это все равно власть, где я кукловод, где я центральный персонаж, где действие разыгрывается вокруг меня.
И опять же, повторюсь, я не говорю про каких-то тех людей. Вы все были в этих всех трех состояниях. Например, человек может прийти с глазами хатика, вот я хочу понравиться, такая прекрасная группа, все такие прекрасные люди. Ну вы же видите их первый раз, ну и что, они все равно прекрасные, я к ним отношусь как к прекрасным. И человек заходит как вот такой по-детски соблазняющий, всем улыбающийся, всем довольный, поддакивающий, кивающий. Потом, например, он уже получает какой-то статус, его похвалили, ну, к нему там апеллируют, и он может стать мгновенно вот таким вот горделивым. Я думаю, что вы все были в этом состоянии горделивости, когда вы, например, обижались на кого-то или кто-то был виноват. Вот этот обиделась на кого-то, он хуже. Или же ты провинился, и поэтому я лучше. Вот это вот состояние королевы, относящейся к челяди, к другим людям, которая хуже. И многие люди вот этими хуже делают других по национальности, например, ну, эти хуже. Но точно так же, как я и говорила, что человек достаточно скованный, иногда депрессивный, может выпасть в такой манийный момент, что он вовлечет туда все пространство в радиусе 3 километров. Вот такое соблазняющее поведение, видите, здесь не про сексуальные отношения, оказывается, а здесь про что-то другое. Об этом всем подробнее мы поговорим на школе отношений. У нас как раз первая тема про деньги, вторая про секс, про близость. Мы там поговорим про асексуальность, про сексуальность и как за, казалось бы, соблазнительным поведением кроется совсем что-то другое. Так что приходите на школу отношений. А тем, кто досмотрел ролик до конца, я, как всегда, попрошу написать комментарий. Попробуйте взять этих 3 поведения, вот этих 3 соблазняющих. Ну, тот, кто относится к роликам серьезно, кто вот мне пишут многие люди, что я смотрю ролики, конспектирую, моя жизнь меняется. Вот я обращаюсь к таким людям, которым действительно помогает, они понимают, про что я говорю. Попробуйте взять этих 3 поведения, то есть вот это вот эмоциональное вовлечение, потом королевское вовлечение в свиту короля или королевы, и третье – это детское соблазнение. Попробуйте вспомнить или себя в этом состоянии, или других, и докидать, дописать это все, потому что ролик короткий, это же YouTube, а вы попробуйте дополнить это своими наблюдениями. Это будет интересно и вам, более подробно писать, и другим людям, как я всегда говорю, будем становиться учителями друг друга. А я прощаюсь с вами, до встречи.